Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о законодателях стиля, о студио, а также будем разбирать, можно ли Димаша называть законодателем стиля. И вообще, можно ли сказать, что Димаш – это социальное явление? Чтобы быть всегда с нами, нужно подписаться. И если вы хотите показать, что материал вам понравился, поставьте, пожалуйста, лайк. Для начала давайте разбираться, что за понятие стиль. Стиль – это форма жизни и деятельности, характеризующая особенности общения, поведения и склада мышления, манера себя вести, одеваться. Мы часто задаем себе вопрос, на кого мы можем ориентироваться в жизни, кто является для нас неким эталоном, образцом, показателем, который помогает нам формировать наш стиль в поведении, манерах, одежде и другое. В мире музыки, конечно, существуют некие образцы, на которые ориентируются не только мы, зрители, но и взрослое поколение, и молодое поколение певцов, артистов. Мы говорили в одной из передач о Розе Баклановой, которая не только для артистического мира была показателем сильной воли, сильного характера, но и для всех казахстанцев, особенно послевоенные годы, она показала, что хрупкая девушка, не побоявшись выходить на передовую во время войны, пела для солдат. Она была не только образцом, но и символом победы для нас, для всех. Прошли годы, и вырастает новое поколение, сформированное в том числе и на новых принципах духовности. Музыка – это приоритет духовной жизни нашего общества. Она сопровождает нас повсюду, она формирует наши взгляды, наши вкусы, наши понятия о мире. В связи со всем этим мы будем говорить об А-студио. Почему мой выбор пал именно на эту группу? Потому что эта группа формировала и формирует новый стиль в образе жизни, в музыке, в моде. Наверное, еще и потому, что считаю, что эта группа находится постоянно в авангарде, на волне модных музыкальных течений всего постсоветского пространства. Она всегда на виду, она всегда в моде. Это доказывает хотя бы тот факт, что у нее около 240 тысяч подписчиков на официальном канале YouTube. Конечно, ей далеко до 1 миллиона, как у Димаша, который получил золотую кнопку 2 дня тому назад, но это тоже большой показатель народной любви к этой музыкальной группе. Ассаламу алейкум, құрметті достар. Құрметті достар, бұл бейнетаспаны түсіріп отырғандағы мақсатым сіздерге алғыс айту. Біздің YouTube арнамыздың оқырмандар саны, көрермендер саны миллионнан асып, YouTube'тан осындай тамаша марапатқа ие болып жатырмыз. Ең алдымен менің кішігірім өнеріме баға беріп, әрқашанда осы баланың болашағы жарқын болсыншы деп тілеуімді тілеп отырған әрбір әлем бойынша тыңдармандарыма шын жүректен 1000 мәрте рахмет айтқым келеді. Және де осы сәтті пайдаланып менің шығармашылығыма ерекше атсалысып жүрген әрбір менімен жұмыстас жандарға ерекше рахмет айтқым келеді. Менің барша ұжымдарыма, менің барша менеджерлеріме, әрине ата-анама, әрине туған туыс, ағайын бауырларыма, жерлестеріме үлкен рахмет айтқым келеді. Dears, I want to say a lot of thanks for all my fans around the world. Today I have this one because of you. It's our common victory. Thank you very much. Thank you for your support, for your love. Love you very much. А также нужно подчеркнуть, именно с этой группой у Димаша есть прекрасное творческое сотрудничество с песней «Грешная страсть», которую они исполнили на новой волне 2018. После исполнения песни Димаш обратился к Байгали Серкибаеву. Спасибо вам, что вы вдохновляете молодежь и воспитываете правильное музыкальное направление. Что такое А-студио? Это всегда новый формат, видео, новая музыка, сильный голос солистов делал эту группу неповторимой, имеющей свой собственный стиль во всем постсоветском пространстве. А-студио, Алматы-студио, Арай. Эти 3 слова, и мы видим путь одной всеми известной музыкальной группы от начала и до сегодняшнего дня. Мы вспоминаем слова Димаша на концерте «Новая волна». О каком правильном направлении говорит Димаш? Димаш применил термин «правильное», потому что посудите сами, ведь они пошли правильным путем, когда решили, что мир казахстанской музыки тесен для них, и они перешли в театр Аллы Пугачевой. Димаш применил термин правильно, потому что
Они очень правильно поступили, когда после внезапного ухода из группы Батырхана Шукенова не растерялись, а пригласили к себе в группу вначале Полину Гриффис, а потом Кэти Топурия. Что за фолк-коллектив, спросите вы? И при чем тут Роза Рымбаева? Дело в том, что с 1982-го артистке аккомпанировал казахский коллектив «Арай», в числе которых был и Байгали Серкибаев. Снова смотрю на тебя. Вскоре группа почти полностью обновляется. Появляется название «Алмата Студио», за микрофон становится Батырхан Шукенов, а в 89-м музыканты выпускают знаменитую «Джулию». Полина Гриффис внесла в группу западный стиль. В группе появились какие-то новые аранжировки с джазовым звучанием. Не в том плане, что группа никогда не обращалась к джазу. Безусловно, эти аранжировки начали старт еще с Розы Рымбаевой в группе «Арай». Нет, не с этой точки зрения, а с точки зрения, что Полина Гриффис добавляла своим необыкновенно звонким голосом в современную музыку джазовой мелизмой. Мелизмой – это различные мелодические украшения звука, не меняющие темпа и ритмического рисунка мелодии. Музыка была такой легкой по звучанию, как будто какое-то новое западное веяние пришло с участием этой певицы в группу А-студио. В 94-м знакомится со своей будущей вокалисткой Полиной Гриффис. В 2000-м в сольное плавание отправляется вокалист группы Батыр. Полина берет на себя вокальную часть и кардинально меняет стиль коллектива. Теперь они делают танцевальную музыку, одеваются во все самое яркое и часто выступают за рубежом. Мы, к сожалению, не знаем, какой резонанс имела А-студия на Западе в то время. Интернет только начинал развиваться. Но я думаю, тогда, как и сейчас, группа А-студия имела огромный фурор и на Западе. Напишите, пожалуйста, наши польские, сербские, венгерские, канадские и другие зрители, большие фанаты казахстанской поп-музыки, каково ваше отношение к группе А-студио? И помните ли вы этот период группы? Для нас это очень важно. К слову, хочу сказать, помните, я рассказывала о группе 91? Так вот, интересный факт. Самые обширные фандомы группы 91 это в Польше, Канаде и Турции, несмотря на то, что эта группа находится в Казахстане. Вернемся к группе А-студио. Димашу в то время, когда солисткой была Полина Гриффис, было 7-10 лет. Он как раз в это время формировал свои вкусы в музыке. И все эти тенденции в эстрадной музыке развила в нем его талант и формировала любовь к популярной музыке. Я вам напомню, он выбрал для учебы в ВУЗе именно эстрадное направление, не академическое. А бесподобная Кэти Топурия. О ней разговор будет отдельный. Сильный голос, грузинский акцент добавляет ее уникальный, необыкновенный шарм к ее образу. Собственный стиль в одежде, детали ее личной жизни постоянно обсуждаются в СМИ. Кэти Топурия могла бы многим, в том числе и Димашу, преподать уроки мастерства прекрасного стиля в одежде. Именно с ней А-студио приобретает уникальный, узнаваемый музыкальный стиль с легким акцентом и сильнейшими верхними нотами. Ну и с образами коллектив экспериментирует по сей день, но в любом случае остается ультрамодным, будь то блэк тай, хиппи, диско или урбанистические космические образы. Сейчас я бы хотела поговорить о Димаше. Димаш – это новое явление в музыке. Я бы даже сказала, новое социальное явление в обществе. Он сломал наши стереотипы в обществе уже только одним своим голосом. Он показал, что у человека нет границ. Человек может петь и на очень высоких октавах. Человек может петь одновременно в одной песне и на низких октавах, и на высоких октавах. Не это ли слом нашего сознания? Димаш развил новую технику вокала. И это не только бельканто. Это, по сути, новая техника, которую эксперты уже тщательно изучают. А большая часть певцов нового поколения, устремив свои взоры на эту технику пения, уже усердно работают со своими наставниками, учителями. Димаш развил новое направление в музыке. Это кроссовер. И даже Андреа Бочелли призадумался. Новое поколение наступает нам на пятки. Димаш показал новый образ жизни для большинства современной молодежи. Вы знаете, он не курит и не любит алкоголь. Он ни то, ни другое вообще не употребляет. Димаш своей философией в музыке привносит новые коррективы в понимании всего, что нас окружает. Как новые песни с такими названиями, как «Война и мир», так и старые песни «Самалтау» показывают нам, что Димаш остро поднимает социальные проблемы общества в своем творчестве. Я хочу подчеркнуть, что Димаш не раз занимался благотворительной помощью. И тот концерт на инаугурации 46-го президента Соединенных Штатов Америки – это тоже благотворительная акция Димаша в пользу общественной организации Sister Cities International,
которая создает связи между странами, чтобы стать центром мира и процветания. 2 музыкальных номера, представленных на этом концерте, входят в то большое число благотворительных акций Димаша, которые он часто делает. А их еще будет много, потому что Димаш – человек добрый, любящий и заботящий о мире. Человек-профессионал своего дела. Как подчеркивают то родители, то коллеги Димаша, он трудится очень много, чтобы поддерживать свой голос. Он поет 24 часа в сутки. Он занимается над своим репертуаром, а значит переплетается с большим количеством людей в своей профессиональной сфере. Большое значение имеет подбор команды для создания образа Димаша. Ведь вы сами знаете, что образ – это большая часть его профессионального имиджа. Как сказал Бакир Баяхунов, я напомню вам его слова, мы говорили с вами об этом композиторе в одном из передач. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Относительно Димаша, молодого, но уже известного в мире певца, могу сказать, что слышал Димаша в YouTube. У него хороший голос и классический вокал. Его эмоциональное исполнение впечатляет. В шоу-бизнесе вообще-то наличие голоса не является нормой. Тематика, аранжировка, постановочные эффекты, колдовство звукорежиссеров – все это работает на зрителя. Большую долю в создании образа, а значит и имиджа Димаша, играет внешний вид. Как ютубер я должна вам признаться, что не всегда тот или иной образ мне нравится. Почему я сейчас говорю от лица ютуберов? Потому что для создания новых видео мы, конечно, прибегаем к тому материалу, который предоставлен в интернете. Там большое количество фотографий и из китайского конкурса, и из витебских выступлений Димаша на конкурсе «Славянский базар». Но, наверное, самое удачное фото – это образ, созданный на его концертах на нашем постсоветском пространстве. Мы, ютуберы, ожидаем от концертов Димаша многое – и музыкальный материал, и фото, и видео. То же самое мы ожидали и от новогодней программы, где Димаш выступил в разных образах. То он Джеймс Бонд на передаче «Что, где, когда», то он романтический герой в белой жаккардовой блузке. Меня удивил образ с короткими брюками. И я, как всегда, открыла свой интернет и обратилась к своим коллегам-ютуберам за информацией об образе Димаша. Я подумала, может, кроме меня тоже кто-то удивлен этим образом. И наткнулась на передачу интервью с Валерией Кошкиной, в которой она все подробно изложила, кто она, как долго она занимается пошивом одежды, как она создавала образ для Димаша и так далее. Она, оказывается, первый московский стилист, кто работает с Димашем. Она призналась, что восхитилась красотой Димаша ростом 192 сантиметра и типажом. И Валерия начала действовать. Она ориентировалась на Европу, Америку и Китай. Понятно, что Европа и Америка – это простой классический выдержанный стиль. И Китай, прежде всего Восточная Азия, где превалирует стиль в популярной музыке – это кей-поп стиль. Еще Валерия сказала, что в Москве намного труднее создавать новые образы в одежде, нежели в Китае. Она несколько раз подчеркнула, что создавала образ Димаша в кратчайшие сроки. В эти же кратчайшие сроки перед созданием образов она в торопях познакомилась с творчеством Димаша. Валерия работала 24 часа в сутки, она сразу сама себе задавала высокий темп в работе. Меня, честно говоря, шокировало то, что Валерия до последнего момента не знала даже о предстоящем репертуаре Димаша. И когда наконец пришел день выступлений, то ей предстояло сменить аж 3 образа в день. Немного скажу о наших, имеется в виду зрителей, впечатлений от выступлений Димаша в предновогодние и новогодние дни. Мы просто были в восторге от выступления Димаша на передаче «Что, где, когда». Смокинг, бабочка, пальто, прекрасно уложенные волосы. Казалось, сам Димаш выступал, вдохновляясь созданным образом принца, как назвала его автор образа, стилист Валерия Кошкина. А еще она, сама стилист, называет этот образ Джеймса Бонда. Она продолжает. Димашу подходит все, у него статная фигура. Расскажите нам, пожалуйста, как все это произошло? Произошло неожиданно, и мне кажется, что это наша кармическая встреча, потому что такие знаковые люди встречаются, как правило, неожиданно. Мне позвонил товарищ, известный стилист в Москве, и говорит: Валерия, есть очень интересный проект. Я, конечно, слышала про Димаша, но не увлечена творчеством. Знаю, что это талантливый молодой музыкант, певец, ну и не более. Валерия, а как прозвучало это предложение? Задача была на самом деле сложная. За короткий период времени нужно собрать предположительно 8-10 образов
кардинально отличающиеся от образов Димаша, которые вот он использует на сцене. А какие были сроки, если не секрет? Сроки были минимальные. Была неделя на подготовку, но в этот период времени я должна была изучить репертуар Димаша, образы, которые, собственно говоря, он хотел. Я изучила репертуар, у меня было немного времени на это, потому что действительно эта работа непростая. Мне нужно было найти костюмы. В Москве с этим сложно, это непросто, это не Китай. Китайский рынок моды, он совершенно иной, и американский, там больше выбора. И вообще вся сфера моды там более активно развита, чем у нас. Я работала все эти дни 24/7, я спала по 2 часа, у меня не было времени вообще ни на что. Это был очень такой темп, задала высокий. Действительно, я с самого начала не понимала, какой это большой объем работы, потому что не было четкой задачи, я не знала репертуар, какой будет, я день в день узнавала расписание. За 2 дня я узнала, что в один день нам нужно сменить 3 образа. Однако потом что-то пошло не так. То ли, как она сама признавалась сама в интервью не раз, времени не хватило на создание одежды, а значит и нового образа Димаша, то ли все осталось на согласовании с организаторами концертов до последнего момента. Оказывается, Валерия должна была согласовать свои образы с организаторами концерта. В общем, мы увидели то, что увидели. На новогодней программе Димаш был в коротких штанах, в пиджаке на 2 размера больше, чем он сам, и вдобавок ко всему обувь с танкеткой на толстой подошве. Притом обувь грубая, есть такое слово неотесанная. Свои сомнения по поводу коротких штанов Валерии Кошкиной, конечно же, высказал папа Димаша Канат Айтбаев. Валерия, сославшись на китайских стилистов, подчеркнула, что этот стиль укороченные штаны очень подходил Димашу на письменном конкурсе Singer 2017. Но Валерия не учла одну существенную деталь, которую знают все. Если низ короткий, то верх должен быть длинным. А здесь получилось и верх короткий, и низ коротковат. Честно, получился какой-то странный образ. Я добавлю одну существенную деталь, что вмешался Димаш в спор между Канатом Айтбаевым и Валерией. Успокоил Валерию, сказав по-джентльменски: «Все отлично». А еще Димаш добавил, чтобы успокоить папу продюсера, что в принципе китайские стилисты прекрасно поработали над образом Димаша в свое время, я имею в виду Singer 2017, и Валерия просто повторила китайских стилистов. И, конечно же, Димаш, человек интеллигентный, выдержанный, просто одел этот костюм на концерт. И в итоге кто пострадал? Пострадал сам же Димаш, одев костюм странного покроя, большого размера с короткими брюками и неотесанной, как мы назвали, обувью. Я, конечно, понимаю, что этим самым развиваю дискуссию после того, как уже все произошло. И может вы мне скажете, зачем вы это делаете? Что прошло, то прошло. Конечно, мы могли бы забыть и перевернуть эту страницу, но мы не можем допускать, чтобы это повторялось. Нельзя, чтобы многолетний, создаваемый по крупицам образ Димаша, романтический, утонченный, интеллигентный парень, диссонировал созданным образом на сцене, как в одежде, так и в обуви. Каждая деталь важна. Пожалуйста, это просьба к организаторам концертов. Подбирайте для Димаша стилистов, которые близки к его пониманию мира, к его мировоззрению. Ведь если говорить по большому счету, Валерия Кошкина даже не знала творчества Димаша. Как она сказала, я была наслышана. Это она сказала так перед тем, как приступить к своей работе над созданием образа для Димаша. Давайте вернемся к группе А-студио, к лидеру группы Байгали Саркибаеву, композитору, поэту, известной личности. И поговорим еще о его папе Ермеке Саркибаеве, народном артисте СССР, которого с нами уже нет, который в свое время прекрасно исполнял знаменитую арию «Фигаро» и многие другие оперные композиции. А еще Ермек Саркибаев пел и эстрадные песни. Его знаменитая песня «Алмата моя» все же народный артист СССР. А Байгали Саркибаев всегда casual, с классикой, всегда подтянутая форма, аккуратно постриженные усы, длинные до плеч аккуратные волосы. Они никогда не допустят, чтобы кто-то, как Валерия Кошкина, испортила им имидж. Я думаю, что в создании профессиональной команды должны правильно формироваться цели и задачи для всей команды. Я понимаю, что личный фактор присутствует везде. Не всегда получается все гладко. Поэтому на такие случаи жизни нужно про запас всегда иметь костюм. Простой, классический. На такие случаи жизни, если вдруг вы столкнетесь с подобного рода ситуациями. Пожелаем Димашу не отчаиваться. В следующий раз прислушиваться к своему папе.
не только как к близкому родственнику, а как к продюсеру. Ведь когда работает команда профессионалов, там есть только профессиональные отношения. В данном случае между продюсером Канатом Айтбаевым и певцом Димашем Кудайбергеном. Все, что я сегодня сказала, это еще не все. В следующий раз мы будем говорить с вами о другом незначительном минусе в команде Димаша Кудайбергена. Именно в команде Димаша, который заметила не только я, но и многие наши подписчики. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш канал. И еще поймите, пожалуйста, все то, что я сегодня сказала, все это, я надеюсь, пойдет на пользу Димаша. Ведь он всегда, скажем так, трезво смотрит на все и правильно воспринимает критику в свой адрес. Когда есть люди, которые могут подсказать, это всегда лучше, чем их вообще нет. И тогда у нашего Димаша будет и бриллиантовая кнопка, которая выдается в качестве награды на YouTube человеку, у которого 10 миллионов подписчиков. Пожелаем нашему Димашу быстрыми темпами прийти к 10-миллионному подписчику. Мы уверены, что это произойдет скоро, потому что Димашомания, как мы шуточно называем, является довольно серьезным движением, которое все больше и больше набирает обороты. Это даже не движение, это мировоззрение, которое ведет нас в направлении счастья, мира, добра, радости, взаимопонимания и взаимоуважения.